Всем привет! В ноябре вышла в продажу интересная новинка от фирмы Trumpeter. Вертолет Ми-24 модификации D в 48 масштабе. Я лично ее очень ждал. Думаю, что я не один такой. Сегодня посмотрим, что нам предложил китайский производитель. И посмотрим еще две модели 24 в этом же масштабе от фирм Звезда и Mini Hobby Models. Начнем процесс от самой новой модели и закончим самой старой. Итак, Ми-24 от китайской фирмы Trumpeter. Стоимость набора 6480 рублей. Год выпуска 2021. Набор содержит инструкцию, цветную вкладку окраски модели, декаль, фототравление и пластиковые детали. Первый и основной литник с фюзеляжем вертолета, приборными панелями. И сразу, что бросается в глаза, это то, что присутствует клепка. А у нас есть чем сравнить, особенно с российской звездой. Но на нее чуть позже посмотрим. Клепка, конечно, шикарная. Она уже отличает модель от игрушки. Молодцы, наши китайские друзья. Приборная панель тоже выполнена безупречно. Сами приборы даны декалью. Количество деталей в наборе небольшое, 210. Длина собранной модели 366 мм. Кресла кабины пилотов требуют больших доработок, а лучше их замены. Литник с несущим и хвостовым винтами, пилонами, полукрылом. Вообще набор после первого взгляда вызвал у меня какие-то смешанные чувства. Вроде бы все нормально, и клепка есть, какое-то все упрощенное. Все, что можно заменить, нужно заменить. Или уже, как говорится, зажрались. Два одинаковых литника с колесами, лопастями, нурсами. Лопасти несущего винта сделаны хорошо, с нужным провисом. А колеса говорят: замените нас, какие-то мы недоделанные. Нурсы рассверленные, это великолепно. По остеклению вопросов не возникает. Гладкий, прозрачный, без искажений и царапин пластик. Есть также клепка. Очень бедная плата с фототравлением, с дворниками. Декаль на два варианта окраски. Вроде бы все есть. И циферблаты приборов, и опознавательные знаки, и техническая информация. Инструкция черно-белая. С содержимым набора и сборкой.
Цветная вкладка со схемами окраски вертолета. Первый вариант ВВС Польши. И вариант номер 2 ВВС России. По данному набору все. Мой вывод для себя. Я ожидал большего. Какое-то легкое разочарование, если честно. Предлагаю теперь посмотреть на следующую модель. Российская фирма «Звезда». Модификация вертолета В. Можно сделать и ВП. Цена набора 2190 рублей. Год выпуска 2020. Набор содержит пластиковые детали, инструкцию, декаль и цветную вкладку по окраске модели. Начну, естественно, с фюзеляжа. И сразу самый главный минус – отсутствие клепки. Идеальная гладкость наблюдается. Ну как так-то? Деталей в наборе больше, чем у Трумпа – 318. Длина собранной модели 447 мм. У Трумпа 366. Интересно как. Колеса обращаются тоже с просьбой о замене. Детализация богаче, это факт. И по сборке вопросов не возникает. Модели уже год, поэтому есть отзывы. Кресло, ну такое себе. Уже есть наборы, которые могут их дополнить до приемлемого состояния. Приборная панель, ну кусочек пластика. А с другой стороны, это даже и лучше. Есть же цветное фототравление от фирмы Микродизайн и Эдуарда. Литник с несущим винтом, с лопастями от него же, хвостовым винтом. С провисом лопастей нужно будет работать. Есть две фигуры пилотов в комплекте. Выбор подвесного вооружения богаче, чем у китайского производителя. Остекление норм. Если не считать отсутствие клепки. По декалям вопросов нет. Целых 2 листа и на саму машину, и на вооружение. Вариантов окраски 4. Огромное количество технической информации. Инструкция для сборки черно-белая. Содержимое набора и сборка. Цветная схема окраски модели и размещение декалей. Как я уже и говорил, вариантов 4. 3 варианта на ВВС России. И 1 на ВВС Чехии. По звезде все. Перехожу к последнему производителю. Mini Hobby Models, Китай. Стоимость модели 1350 рублей. Год выпуска 2004. Набор содержит пластиковые детали, декаль,
и инструкцию. Фюзеляж. Есть клепка. Смешная правда. И не везде. Ну, начали, но не закончили, видимо. Лучше бы и не было бы, если честно. Вообще, этот набор похож на большой конструктор-игрушку. До 2020 года этому набору не было конкурентов, но сейчас уже есть. И однозначно, что и Звезда, и Трумп на голову превосходят мини-хобби Models. Колеса еще хуже, чем у первых двух производителей. Литник с кабиной пилотов, лопастями. Есть две фигуры пилотов в комплекте. Приборная панель. Кресло вообще поржать. Но зато есть привязные ремни. И слава богу, что есть фигуры пилотов, которые закроют эти кресла с видимости. Вот только что с ремнями тогда делать? Вопрос. Лопасти с провисом, но сделаны топорно. Литник с полукрылом. Подвесное вооружение на двух литниках. Есть и остекление. Супер скромняшка декаль. Черно-белая инструкция. Схема окраски модели черно-белая. Видно плохо, но вроде бы на два варианта окраски. Обе на российский ВВС. Да нет, точно на российские. Мой вывод для себя. Мини-хобби сразу нет. Трумпетер, фюзеляж оставлю. Колеса, кресло, приборку, штангу. Возможно, подвесное. Поменяю на допы. Несущий винт без лопастей. И хвостовой винт тоже можно поменять. Звезда без клепки не нравится. Наносить долго и нудно. Короче, ничего я и не выбрал пока. А вы что думаете? А модели вы эти можете приобрести на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами временно прощаюсь. Пойду доделать новогоднюю мою диораму. Она очень милая будет. Такая вот новогодняя. До встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.